Привет, друзья! Сегодня мы поговорим с вами о чае в офисе. Как заварить чай в офисе быстро и просто, какие использовать девайсы, какие ошибки часто допускают офисные чаеманы и какие бывают секретные техники заваривания чая в офисе. Об этом и о многом другом вы узнаете в нашем видео. Смотрите! Последние несколько лет я прожил в Китае и не раз там бывал в офисах разного уровня. И в офисах там всегда есть специальная комната, особенно если это офис большой фирмы, где большой чайный стол, на нем крутейший чайный фэншуй, потому что отчасти это лицо компании, там могут принимать клиентов. И такая комната, она выставляется на показ, то есть туда просто сотрудники, они приходят попить чай, покурить сигаретку, расслабиться, пообщаться друг с другом, там такие диванчики, на которых можно расслабиться. В наших офисах нет ничего подобного. У нас максимум, что вы найдете, это кофемашина. При этом зачастую время на перерывы, оно достаточно короткое, и если даже есть какое-то специальное помещение, то выйти в него и заварить чай по полному фэншую человек просто не успеет. Мы рассматриваем именно тот случай, когда в офисе нет ничего, кроме горячей воды, и достаточно строгие правила и начальник, который не позволяет лишний раз отвлекаться и чаи гонять. Все, оплата прошла, груз должен быть завтра, полная фотосессия, отчет не на столе. Задача в том, чтобы создать в офисе для себя условия, чтобы можно было чай попить быстро, просто, на минимуме пространства на рабочем столе, и при этом заварить его вкусно и получить тот эффект, который нужен. Для начала об ошибках, которые люди часто допускают, когда заваривают чай в офисе. Во-первых, вода. Люди часто берут неправильную воду. Например, просто наливают воду из-под крана, без всякого фильтра, без всего. Это не подходит. Вода должна быть покупная или хотя бы на кране должен быть нормальный фильтр. Ну или, на крайний случай, кувшин со встроенным фильтром. Следующая ошибка. В офисе часто стоят бойлеры, то есть такие большие чайники, особенно чем больше, тем хуже на самом деле. То есть и в них постоянно кипятится вода, она подкипает, и вода портится. Не буду удовольствоваться в тонкости, но поверьте моему опыту, чай на ней получается гораздо хуже. И часто еще в таких бойлерах образуется накипь, и уже просто если вы попьете воду из него без всякого чая, у нее есть привкус достаточно сильный. В чае это все переносится. Поэтому для кипячения воды лучше использовать хотя бы самый обычный электрический чайник. Другой вариант – это кулер. Часто на кулерах есть кнопка горячей воды, и люди думают, что ага, я нажал кнопку горячей воды, и все получилось. Нет. Во-первых, для того, чтобы заварить чай, вода должна закипеть. Опять же, не буду ударяться в тонкость. И потом, если вам нужно там 70-80 градусов, вы просто ждете или остужаете ее до 70-80 градусов. Следующая ошибка – это какие-то неправильные девайсы. Часто люди приходят в офис, там уже что-то есть. Обычно одно предназначается для заварки кофе, и люди пытаются в этом заваривать чай. Много примеров, но самый распространенный вариант – это френч-пресс. Почему я не рекомендую его использовать? Это потому что, во-первых, сито во френч-прессе металлическое. Лично мой опыт, что когда уже заваренный чай соприкасается с металлом, его вкус однозначно меняется. Это первая проблема. А вторая проблема, что во френч-прессе вот это сито, оно состоит, как правило, из нескольких слоев, и туда забивается очень много всего, и, как правило, кофе. Если вы не хотите чай со вкусом кофе, то лучше френч-пресс не использовать. Конечно, его можно промыть, но, опять же, если вы будете там все эти 3 слоя ситечек намывать под краном, то от начальника вам может прилететь. Третья распространенная ошибка – это неправильная заварка. То есть люди не промывают чай, люди заваривают чай водой не той температуры, люди передерживают, не додерживают. А еще частая тема – это, допустим, заварить, он там перестоял, потом по совдеповской технологии его залили немножко, еще и разбавили. Если это еще сделать водой из-под крана, которая перекипела в бойлере, то будет во. Поговорим же о том, как правильно заварить чай. Первая техника, самая простая и доступная, это чашка или стакан. Просто заварка в чашке или стакане. У нас подробно было рассказано об этом в видео «Набор чайного пьяницы. Первый уровень».
Следующее устройство, которое вы можете использовать для распития чая в офисе, это термос. Тут я расскажу вам о термосе именно в том случае, когда в офисе вообще нет никаких условий для заварки чая. То есть, допустим, нет доступа к горячей воде, начальник не отпускает даже в туалет. Ну и вообще все очень сложно, но нужно как-то бодриться и очень хочется попить чая. В таком случае вы берете термос и дома перед выходом на работу делаете, допустим, варку полую или просто варку, или настаивание. После этого, когда он готов, вы прогреваете термос и заливаете чай в термос. Если вы зальете чай в термос прямо вместе с чайным листом, то он перестоит, будет невкусным, возможно, терпким, вязким. Так вы заварили, как вам нравится, залили в термос, едете с термосом на работу, пьете спокойно, он держит температуру в течение рабочего дня. Но это все крайности. Если все-таки вы решили себе оборудовать какое-то чайное пространство на работе, возможно, даже прямо перед компьютером, на рабочем столе, самый распространенный девайс – это типот. Это такие чайники с кнопкой сверху, в которых вы можете проливать чай. То есть вы засыпаете заварку, промываете, заливаете воду, нажимаете кнопочку, и чай сливается вниз. Дальше вы его наливаете в чашку. Или можете сделать еще одну проливку. То есть, по сути дела, это вся чайная история китайская, собранная в одном девайсе, под который еще и не нужно чайной доски. Хотя, по опыту, все-таки что-то куда-то капает, немножко разливается, и нужна тряпочка. Кладете тряпочку, вот буквально это столько места занимает на рабочем столе 3 смартфона. Спокойно попиваете, и вам не нужно ни за чем следить. Если у вас есть доступ к горячей воде, опять же, которая может в термосе, заливаете, проливаете, наливаете, выпиваете, работаете. И следующий девайс, мой самый любимый, это стеклянный чайник с ситом. Именно стеклянный чайник с ситом, потому что я не люблю, когда чай соприкасается с пластиком или металлом. Стеклянные чайники бывают с металлической колбой. Металлическая колба удобна в том плане, что у нее большое количество отверстий, она не бьется, не раскалывается, но тогда есть металл. Есть другой вариант, это со стеклянной колбой. Обычно вы берете чайник. Лично мой способ — это брать чайник, который соответствует размеру большой такой вот кружки. 300-миллилитровая кружка, 300-миллилитровый чайник. Дальше вы берете этот чайник, засыпаете заварку, промываете теплой, но не очень горячей водой. Тем самым вы одновременно промываете чай и прогреваете чайник. Потом заливаете, и он настаивается. Потом можно вернуться уже за настоявшимся чаем и слить его в чашку. Если вы хотите налить на несколько человек, чтобы у всех была равномерная заварка, то тогда вы можете либо отлить немножко в чашку и потом залить обратно, как говорится, поженить. Либо мой способ, который я вам чуть позже покажу. Вы поднимаете эту колбу, немножко наклоняете, ставите, с нее стекает чай, и он как раз становится однородным. Дальше вы ставите ее обратно и наливаете чай. Это самый удобный и классный способ, на мой взгляд, потому что занимает минимум времени. То есть вы вышли, подготовили, поставили настаиваться, вернулись. Потом пришли, забрали, налили, пьете. Все. Как выбрать подходящий чай для заварки в офисе? Тут уже на вкус и цвет, кому что нравится. Лично я рекомендую шупуэр или красный чай, потому что они бодрят, собирают голову в кучу, помогают проснуться, настроиться на рабочий лад. Тем более, что если вы привыкли, допустим, работать и пить шупуэр, то лучше так и делать. Также, конечно, рекомендую габу. Все-таки она хорошо влияет на мыслительный процесс. Не рекомендую какие-то очень сложные чаи, там почковые, зеленые, какие-то дорогие уишаньцы, которых достаточно сложно бывает раскрыть. И если нет всего набора девайсов, можно просто не получить полного удовольствия от этого чая. А теперь секретная техника чайного захвата. Если в вашем офисе все пьют только кофе и бухают, и никто не пьет чая, не знаком с чайной культурой, то самое время инфицировать офис чайным грибком. Для этого нужно постепенно подсаживать ваших коллег на хороший китайский чай. Угощайте их чаем. Хорошо, например, подловить
коллегу после бурной пьянки и напоить его шупуэром. Девушкам рассказывайте о том, что от чая худеют. Также есть немножко грязная, но очень эффективная техника молочного улуна. Ну и вообще стоит использовать какие-то чаи, которые очень понятны и по вкусу, и по воздействию, чтобы люди их попили, все поняли и хотели еще. Итак, по мере того, как один за другим сотрудники будут начинать пить чай, кухня будет тоже потихонечку обрастать чайными девайсами. Ну а уж если вы пойдете к своему начальнику, подарите ему хороший чай и объясните, что это статусно, так же статусно, как виски и сигары, и ему понравится, он начнет его пить, то после этого вы можете смело брать на работу с собой чайную доску из дома. Пейте хороший чай не только дома, но и в офисе. Помните о том, что создание чайного пространства на рабочем столе – это креативный процесс. И рассказывайте в комментариях о том, какие вы нашли способы заварки чая в офисе и какие есть фишечки. Ждем.